Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда Дилан рассказывает Барану все, что сказала ему Сабиха, и говорит: «Я жду от тебя объяснений», Баран серьезно спрашивает: «Ты ждешь объяснений по этой ерунде?» кричит и выходит из комнаты. Когда Гуль преодолевает шок, она отклоняет предложение Салиха. Цеврии и Джевдет много чего говорят Ханифе, чтобы заставить ее простить их, но Ханифе очень злится. Баран стоит перед Сабихой и спрашивает: «Почему ты солгал Дилану? Какие у тебя проблемы со мной?» Сабиха дарит фотографии, чтобы вы не могли игнорировать ту ложь, которую они творят. Баран не понимает, что вы говорите, хотя он и говорит, что не знает вашей дочери. Он говорит: «Ты забрала мою Гульшу из жизни, но я не позволю тебе причинить вред Дилану». Когда Баран говорит, что все это ложь, Сабиха ругает Барана, говоря: «Не говори о Гульшах». Ферат наблюдал за Гулем издалека. Когда он спрашивает, почему она остается здесь, Гуль отвечает: «Какое право ты имеешь вмешиваться?» Она кричит Ферату, который крепко держит Гуля за руки: «Оставь меня в покое». Баран звонит Керему и говорит ему, что все, что показала Сабиха, вполне реально, и просит Керема расследовать это. Затем, когда Джихан спрашивает: «Хочешь поговорить?», Баран отвечает: «Позже». Затем Берон входит в комнату и садится на одну сторону кровати, а Дилан — на другую. Дилан говорит: «Я жду, пока ты объяснишь». Когда я говорю, какое объяснение, он говорит: «Вы приняли решение, вы поверите тому, что я говорю». Дилан говорит, что если ты скажешь, что это ложь, я поверю. Неужели это так сложно объяснить? Я не знаю, чему верить. Я всегда думаю о том, что показала Сабиха, мой разум говорит, что это не может быть ложью, но пока мое сердце говорит о том, что важно то, что я вижу своими глазами, ты не лжешь. Баран говорит: «Не о чем говорить, я от тебя все принимаю, но не могу принять, что ты мне не веришь, никаких объяснений давать не буду». Когда Дилан говорит: «Я хочу тебе верить, но факты, которые я вижу, очевидны», Баран очень злится и выходит из комнаты. Баран выходит в сад, но его взгляд устремлен на окно комнаты. Дилан ходит по комнате, думает и смотрит на Барана через окно. Сидя, Баран думает о том, что сказал Дилан. Размышляя об этом, Баран засыпает на месте. Когда Дилан понимает, что она спит, он накрывает ее. Утром он приходит к ней, поправляет на ней одеяло, берет Барана за руку и вспоминает свой разговор с ней и заявление Сабихи о том, что Баран – убийца. Тем временем Баран просыпается, и когда Дилан спрашивает, стоит ли нам поговорить, Баран говорит, что нет необходимости, я отвечу тебе, ответ, который ты дашь себе, решит эту проблему. Когда Дилан говорит, что я не могу поправиться, не получив ответа, Баран злится, потому что я не объясняюсь с женой и не защищаюсь. Когда Сабиха говорит, что Дилан уйдет от Барана, Хевен сообщает ей, что она получила сообщение от мужчины внутри. Когда Гуль спрашивает Дилана, есть ли какой-либо прогресс, и Баран отвечает, что ничего не объяснит, Гуль отвечает, что я не думаю, что это реально. Дилан говорит, что я тоже не думаю, что он это сделал, Баран не такой человек, я очень смущен. Он сообщает, что просматривал аккаунт Керема Гульшаха в социальной сети и вдруг начал публиковать меланхоличные посты. Когда Керем говорит нам, что это не должна быть уловка Сабихи, думает Баран, я думаю, они обманули и Сабиху, я видел боль в ее глазах. Но несмотря ни на что, я не позволю ему запятнать мое имя. Дилан все поймет, но потом будет слишком поздно. Когда Керем спрашивает, могли бы вы поговорить с ним, Баран говорит, что Дилан должен был быть уверен во мне. Джевдет и Цеврии пытаются вас успокоить, чтобы мы вам не сказали, чтобы не расстраивать вас. Но госпожа Ханифе была очень расстроена. Когда господин Сеид приходит и спрашивает, не пропал ли гость со стола для завтрака, он говорит, что да, он придет через 8 или 9 месяцев и идет на кухню. Господин Сеид не понимает, что означает это замечание, а Джевдет игнорирует инцидент.
Дилья принесла свои вещи, и когда она просит Гуля убрать их, Ферат говорит, что Гуль не может этого сделать, у него есть другие дела, но Гуль говорит, что нет проблем, я тоже могу это сделать. Госпожа Азади думает, что она разговаривала с Салихом и убеждала его сделать предложение руки и сердца, а затем позвонила ему и сообщила новость, которую он не принял. И тогда он говорит себе, что нужно положить этому конец. Шея барана затекла, потому что он спал на улице, и Дилан заставляет его делать упражнения, чтобы справиться с этим. Пока один из них недоумевает, почему ты ему не поверил, другой думает, я тебе поверю, если ты солжешь. Пока Ферат задается вопросом, ваш ли это брак, баран приходит к ним, и его не волнуют шутки Джихана и Ферата. Тем временем к ним приходит Дилан, и Ферат уходит. Господин Кудрет говорит, что мы вместе выпьем кофе, и просит госпожу Кадер приготовить кофе. Господин Джихан и Кудрет идут в сад, баран и Дилан остаются одни и смотрят в глаза, затем Дилан следует за ними. Чтобы завоевать сердце Ханифе, Цеврия предлагает и уговаривает ее вместе пойти к врачу. Пока Гуль убирает вещи Дерья, Ферат говорит, что оставь их в покое, если хочешь. Как только Гуль говорит, нет необходимости, мы здесь для того, чтобы госпожа Дерья не уставала, госпожа Азади оказывается в дверях. Когда Ферат выходит из комнаты, желая удачи, Азади угрожает Гуль, если она не выйдет замуж за Салиха и если она расскажет что-нибудь Барану и Дилану, подумайте о том, что произойдет. Господин Кудрет задает несколько вопросов, чтобы получить информацию о новом проекте Барана. Баран объясняет, что когда этот проект будет завершен, дети почувствуют себя лучше как физически, так и духовно. Подруга Гуль-Шимая звонит Сабихе и сообщает ей, что сначала Дилан, а затем кто-то из университета расследует дело Гульши. Сабиха злится и кладет трубку прямо перед лицом Мая. Тогда Баран говорит, ты превысил свои пределы, тебя нужно поставить на место. Пока Баран спрашивает Джихана, как дела в школе, а затем говорит, я тебе очень доверяю и горжусь тобой, Баран корчит рожу, когда Дилан хвалит Джихана. Понимая это, господин Кудрет говорит, давайте сыграем в нарды, чтобы оставить Дилана и Барана в покое. Баран тоже встает следом за ними, а Дилан держит Барана за руку. Когда Баран уходит и говорит, что нет необходимости действовать, они спорят, говоря, «Я хочу поговорить с тобой», а когда Дилан говорит, «Я тебе кое-что скажу», Сабиха приносит вещи Хавина и Гульша и бросает их перед ему. Баран выбрасывает его с этой ерундой. Сабиха поворачивается к Дилану и говорит, «Я думала, ты благородная женщина, как ты можешь стоять рядом с этим мужчиной после всего, чему ты научилась». На эти слова Дилан держит Барана за руку и говорит, «Меня зовут Дилан Карабей, я на своей родине, я знаю Барана и думаю, что он ничего из этого не делал». Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.